Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такую красивую ленту, асимметричную, выполненную в технике ленточного кружева. Лента может послужить украшением низа изделия, великолепный манжетик может получиться. Вы можете выполнить эту ленту и начать выполнение изделия. Видите, да? То есть вот можно продолжить и выполнить очень красивое и в то же время простое изделие. Присоединяйтесь, пишите в комментариях, что у вас получилось. Конечно же, не забывайте ставить лайки, обязательно подпишитесь на мой канал. Давайте посмотрим другую сторону. Лента асимметричная, но вяжется очень-очень просто. И обращаю ваше внимание, что в моем уроке я даю схему, выполненную в моей студии. Для тех, кто уже хорошо читает схемки, пожалуйста, вы можете связать по схеме. В уроке просто будете смотреть некоторые нюансы провязывания. Для работы нам потребуется, в моем случае это крючок 1,4, пряжа 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах и, конечно же, ваше желание связать вот такую красоту. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашей ленты с 10 воздушных петель. Вяжем. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Мы выполнили цепочку из 10 воздушных петелечек. И далее очень внимательно я выполняю 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. Далее 2 петли арки. Раз, два. Накид на крючок и буду вводить крючок в 9-ю петлю от крючка. И я отсчитываю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ввожу в 9-ю петлю от крючка и провязываю столбик с одним накидом. Выполнили. Далее 2 воздушные. Раз, два. Накид на крючок. И я пропускаю 2 петли в цепочке, в 3-ю ввожу крючок. Выполняю столбик с одним накидом. Раз. Два. 3. Почему-то 2 накида сделала, нужно 1. 3 и 4. Я выполнила 4 столбика с одним накидом. Смотрим, что у нас получилось. Видите, да? И мы продолжаем работу. Очень внимательно я выполняю арочку из 7 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Далее я выполняю 4 накида на крючок. Раз, два, 3, 4. И смотрите, вот мою первую петелечку, которую я выполняла. Видите, она даже растянута немножко. Я провязываю столбик с 4 накидами. Раз, два, 3, 4. И 2 петелечки вместе. Вот таким образом. Мой первый ряд ленты готов. И я могу приступить к выполнению следующего,
второго ряда. И мы с вами приступаем к выполнению второго ряда нашей ленты. Для этого я выполняю 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. И работу разворачиваю. И теперь смотрите, под арку из 7 воздушных петель я буду провязывать 15 столбиков с одним накидом. Аккуратненько, не спеша, мы будем провязывать наши 15 столбиков. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последний 15 столбик с одним накидом под нашу арочку. Далее я выполняю 2 воздушные петелечки очень внимательно. 1, 2, накид на крючок и ввожу крючок в вершинку вот последнего столбика, выполняю столбик с накидом. Далее 2 воздушные, накид, вершинку, столбик с накидом. Выполнили. И далее, смотрите, я буду выполнять еще 3 столбика. Каждый столбик я буду провязывать воздушную. Вот таким образом. Всего 4 должно быть. Это второй, это третий столбик и это 4-й. Я выполнила второй ряд моей ленты и могу приступить к выполнению следующего 3-го ряда. 3-й ряд нашей ленты мы начинаем с выполнения 3 воздушных петелечек подъема и считаем. 1, 2, 3. Работу разворачиваем. Далее я выполняю 2 воздушные петли арки, накид на крючок и ввожу крючок в вершинку моего 4-го столбика. Вот таким образом. Столбик с накидом выполняю. Далее 2 воздушные. Ввожу крючок в вершинку столбика и опять столбик с накидом. Выполнили. Далее я буду провязывать столбики с одним накидом под воздушные петли. Накид на крючок и я ввожу крючок, выполняю 1-й столбик с накидом, далее 2-й. И очень внимательно столбик с накидом я буду провязывать вершинку самого 1-го столбика. Вот таким образом. Выполнили. Далее я буду провязывать пышные столбики, завершенные в 2 приема. Смотрите, как я это делаю. 2 воздушные. Далее я пропускаю 2 вершинки, выполняю накид и ввожу крючок в 3-ю. И выполняю 1-ю натяжечку. Она у меня примерно по высоте должна быть как столбик с накидом, может капельку ниже. 2-я и 3-я. Пышный столбик на 3 натяжки. Далее я провязываю все петли на крючке, кроме рабочей. И теперь 2 петли. Пышный столбик, завершенный в 2 приема. Далее 2 воздушные и
опять пропускаю 2 в третью, точно такой же пышный столбик. Делаем 1, 2 и 3 и 2. 2 воздушные, пропускаем 2 в следующую. Опять выполняем то же самое. Натяжечка, 3 натяжечки, 2 и 3. И 2 вместе. 2 воздушные, накид, пропускаем 2 в следующую. И опять натяжечки. 1, 2, 3. Все петли и потом 2. Далее нам остается с вами 2 воздушные и еще один пышный столбик. 2 пропускаем и смотрите, я буду вязать в петлю подъема. Последний свой столбик. Очень внимательно. 1, 2, 3. И теперь 2 вместе. Завершили. Смотрим, что у нас получилось. Видите, да? Очень красиво, очень просто и в то же время нежно и ажурно. Мы выполнили с вами 3-й ряд нашей ленты и можем приступить к выполнению следующего 4-го ряда. И мы приступаем к выполнению 4-го ряда нашей ленты. Такие вот будем выполнять красивые нежные лепесточки. Как мы это делаем? Мы выполняем одну воздушную петлю подъема, работу разворачиваем. И далее, смотрите, я подарочку провязываю столбик без накида. Далее полустолбик. Старайтесь столбики прижимать хорошо друг к другу. Далее столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Далее у меня полустолбик под эту же арочку и столбик без накида. Вот такой лепесточек у меня получается. И теперь под каждую арочку я буду провязывать такие лепестки. Под каждую, кроме последней. То есть у меня всего должно получиться 4 таких лепесточка. Я начну выполнение 2-го, дальше вы продолжите самостоятельно. Мы с вами выполнили 4 наши лепесточка, как и договаривались, и продолжаем работу. Под следующую арочку я ввожу крючок, провязываю столбик без накида. Далее полустолбик. И дальше 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Выполнили 3 столбика с накидом. Далее я выполняю 2 воздушные и столбик с накидом. Вот мой столбик предыдущего ряда. Видите, да, он последний из этой группки. Далее 2 воздушные. 1, 2. Вершинку столбика провязываю столбик с накидом. И далее я провязываю в каждую воздушную еще по одному столбику. Всего их должно быть 3, значит я провязываю 4. 1, 2 и 3. Выполнили. Я завершила выполнение 4-го ряда моей ленты. И видите, вот такой красивый первый сегмент моей ленты готов. Мы с вами продолжаем работу и приступаем к выполнению 5-го ряда нашего узора, нашей ленты. Обращаю ваше внимание, что именно раппорт в высоту будет у нас идти с 5 по 8 ряд включительно. Это вы можете увидеть на схемке.
Для тех, кто не читает схемы, я проговариваю это. Выполняем 5-й ряд. Это у нас 1-й ряд нашего раппорта в высоту. Выполняем 3 воздушные петелечки подъема. Далее 2 петли арки. Работу разворачиваем. Накид на крючок. И я выполняю столбик с накидом. Последний или крайний столбик из 4. Видите, да? Далее я выполняю 2 воздушные. И столбик с накидом, вершинку столбика предыдущего ряда. При этом пропустив 2 воздушные. Вот таким образом. Далее 2 воздушные. Нет, далее мы с вами выполняем столбики с накидом, прошу прощения. Под 2 воздушные. То есть 1-й столбик, 2-й. Накид на крючок, и я ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю столбик с накидом. Выполнили. Далее у нас с вами арочка из 7 воздушных петель. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И я ввожу крючок и провязываю столбик без накида между столбиками с накидом. Очень внимательно, вот таким образом проверьте себя. Столбик без накида. Мой ряд готов. Это был 5-й ряд. И я могу приступить к выполнению следующего 6-го ряда. Я продолжаю выполнение моей ленты. И 6-й ряд я начинаю с выполнения 3 воздушных петелечек подъема. 1, 2, 3. Работу разворачиваю. И под арочку, как и ранее, я выполняю 15 столбиков с одним накидом. Аккуратненько, не спеша. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последний 15-й столбик с одним накидом. Выполнили. Далее мы продолжаем работу, выполняем 2 воздушные петелечки, накид, ввожу крючок в вершинку столбика, видите, да, предыдущий ряд, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, и далее в каждую воздушную мы провяжем с вами по одному столбику, всего их должно получиться 4. 1-й готов. И далее я выполняю 2-й, 3-й и 4-й. Можете себя проверить, он провязывается в 3-ю воздушную петелечку подъема. Выполнили. Мой 6-й ряд готов, и я могу приступить к выполнению 7-го ряда моей ленты. И теперь мы продолжаем работу и выполняем 7-й ряд нашей ленты. Начинаем выполнение, как всегда, с 3 воздушных петелечек подъема. Далее 2 петли арки, работу разворачиваю. Накид. И я ввожу крючок, столбик с накидом. Выполнили. 2 воздушные. Накид,
столбик с накидом. Выполнили. Далее выполняем под арочку 2 столбика, 1 и 2. И еще один столбик я выполняю вершинку самого первого столбика, да, предыдущего ряда. Вот таким образом. Далее работу продолжаем и будем выполнять пышные столбики, завершенные в 2 приема. То есть все, как мы делали с вами ранее. Обращаю ваше внимание, пышные столбики не вытягивайте сильно. Они должны соответствовать вашему столбику с одним накидом. 2 петелечки пропускаю, 2 вершинки, в третью ввожу крючок. 1, 2, 3. Теперь все петелечки на крючке, кроме рабочей, да, и 2 вместе. Ну, то есть все, как мы раньше с вами делали. Далее 1, 2, накид, пропускаем 1, 2 и провязываем 1, 2 и 3. И 2 вместе. 1, 2. Далее 2 пропускаем и провязываем 1, 2, 3 и 2 вместе. Видите, да? У нас красиво, аккуратненько с вами получается. Продолжаем. 1, 2 и опять 1, 2, 3. Далее опять арочка из 2 воздушных. И получается у нас с вами пропускаем 2 вершинки. И теперь вводим крючок. Видите, да? Воздушную петлю подъема, третью. И последний наш с вами столбик. 1, 2, 3. И провязываем. Далее 2 воздушные. И я завершу выполнение моего ряда. То есть я ввожу крючок, помните, да, между 2 столбиков с одним накидом и столбик без накида. Я завершила выполнение 7-го ряда. Смотрим, что у нас получается. Видите, ну, такое нежное, красивое полотно у нас получается. И мы продолжим. Нам остается выполнить с вами 8-й ряд. И с 5 по 8 ряд это у нас с вами будет раппорт в высоту нашей ленты. И мы с вами приступаем к выполнению 8-го ряда. Это последний ряд раппорта в высоту. То есть я повторяю, с 5 по 8 ряд включительно вы будете повторять. Это будет наш раппорт в высоту. Я начинаю выполнение 8-го ряда, работу разворачиваю и под арочку из 2 воздушных я выполняю наши вот эти лепесточки, да, будем так их называть. Столбик без накида, полустолбик, 2 столбика с накидом, 1, 2, и под эту же арочку я выполняю полустолбик и столбик без накида. Мой лепесточек готов. Видите, да? Далее я начну выполнение 2-го лепестка, столбик без накида, полустолбик и так далее. Далее вы выполните самостоятельно, и у вас должно получиться, смотрите, под каждую арочку, кроме последней. 1, 2, 3, 4, 5. Должно получиться 5 готовых лепесточков. Мы с вами продолжаем выполнять наш 8-й ряд. И, как и договорились, выполнили, да, видите, 5 наших лепесточков. И последняя арочка у нас осталась не провязанная. Что мы делаем? Мы выполняем столбик под эту арочку без накида, полустолбик и 3 столбика с накидом. Считаем. 1, 2 и 3. Выполнили.
Далее мы выполняем 2 воздушные, накид и вводим крючок в наш 4-й столбик. То есть все как и ранее, да, мы с вами выполняли. Далее у нас с вами 2 воздушные, накид, столбик с накидом, столбик предыдущего ряда и провязываем воздушную столбики с накидом. Раз. Всего должно быть их 4. Это у нас 2-й воздушную или 3-й всего. И последний столбик, как и ранее, я напоминаю, можете себя проверить, в 3-ю воздушную петелечку подъема. Мы выполнили наш раппорт в высоту. Я еще раз напомню, что есть схемка в уроке обязательно. Те, кто читает схемы, можете посмотреть, вам будет очень удобно. Нюансы вы смотрите в самом мастер-классе. Раппорт в высоту у нас с 5 по 8 ряд включительно. Лента выполняется очень-очень просто. Вы можете выполнить эту ленту с любой пряжи. Чем тоньше будет пряжа, тем нежнее будет получаться ваша лента. И смотрите, что я хочу показать. Я хочу показать другую сторону, да. Лента у нас асимметричная и может послужить как началом любого изделия. То есть вы выполняете ленту, а затем выполняете вверх полотно, допустим, филейным вязанием или другим узором. Также прекрасно будет смотреться в качестве манжета. Смотрите, как хорошо, аккуратненько. Конечно же, низ любого изделия. И если вы продолжите ряды вверх, это у вас будет поперечное вязание, тоже можно сделать любое изделие. Присоединяйтесь. Пишите в комментариях, что у вас получилось. И творческих вам успехов. И, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.